Студентка первого курса выходит из общежития. Впереди обычный вечер, встреча с друзьями, подготовка к занятиям и несколько часов в университетской библиотеке. По крайней мере, именно так все должно было закончиться, но уже через час ее имя узнает вся страна. 4 марта 2008 года. Аберн, штат Алабама. Небольшой университетский город, где жизнь обычно течет спокойно и предсказуемо. Тысячи студентов спешат на пары, готовятся к экзаменам и строят планы на будущее. Никто даже представить не мог, что этот вечер станет началом одного из самых громких уголовных дел в истории города. Девушку звали Лорен Бёрк. Ей было всего 18 лет. Она изучала графический дизайн, занималась спортом, легко заводила друзей и мечтала о будущем. Для окружающих ее жизнь выглядела абсолютно обычной. Именно поэтому дальнейшие события кажутся настолько жуткими. Тем вечером Лорен приехала к своему парню Шону. Они знали друг друга еще со школы. Около 8 часов вечера девушка попрощалась с ним и направилась к своей машине. Дальше ее маршрут был простым – доехать до библиотеки и встретиться с друзьями. Но библиотека так и не дождалась Лорен. Проходит чуть больше часа. В 21:08 диспетчер службы 911 принимает тревожный звонок. Водитель сообщает о молодой девушке, стоящей прямо посреди дороги. Она почти без одежды. Похоже, ранена. И отчаянно пытается остановить проезжающие автомобили. Спустя несколько минут начинают поступать новые звонки. Разные люди рассказывают одну и ту же историю. Заплаканная девушка, темная трасса, паника. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали звуки, похожие на выстрелы. Первый полицейский прибывает на место очень быстро, но картина уже изменилась. Девушка лежит на асфальте, без движения. Несколько случайных водителей пытаются помочь ей до приезда скорой помощи. Никто еще не знает, кто она такая. И никто не понимает, как она здесь оказалась. Врачи делают все возможное. Пульс еще есть, но времени почти не осталось. Во время осмотра становится ясно, что девушка получила тяжелое огнестрельное ранение. Через некоторое время она умирает, а вместе с ней исчезает единственный человек, который мог рассказать правду о событиях того вечера. Для следователей все только начинается. Никаких документов, никакого телефона, никаких очевидных зацепок. Лишь неизвестная девушка на пустынной дороге и десятки вопросов без ответов. Но самое странное ожидало впереди. Пока полицейские работали на месте происшествия, на территории университета внезапно вспыхнул автомобиль, и очень скоро выяснится, что эти два события связаны гораздо сильнее, чем кто-либо мог предположить. Пожарные прибыли на парковку университета спустя несколько минут после вызова. Перед ними горела черная «Хонда». Огонь уже охватил большую часть салона. Казалось, это обычное возгорание, но следователи быстро поняли, что все гораздо серьезнее. Свидетели, находившиеся возле трассы, рассказали о странной машине. Черная «Хонда» стояла возле выезда с церковной парковки. Пассажирская дверь была открыта, а водитель выглядел крайне нервным. Через несколько секунд автомобиль резко сорвался с места и исчез. Когда детективы услышали описание машины, у них по спине пробежал холодок. Потому что автомобиль на парковке университета полностью совпадал с рассказами очевидцев. Проверка номеров дала первый результат. Машина была зарегистрирована на мужчину по имени Джим Бёрк. Следователи немедленно связались с ним. Именно тогда впервые прозвучало имя Лорен. Во время разговора отец рассказал, что автомобилем пользуется его дочь, 18-летняя студентка университета. После этих слов атмосфера в кабинете изменилась. Появилось страшное подозрение. Несколько часов спустя Джим Бёрк прибыл в Оберн. Ему показали фотографии. И мужчина подтвердил то, чего все боялись.
Неизвестной девушкой на трассе была его дочь. Теперь расследование получило имя. Но ответов по-прежнему не было. Наоборот. Каждый новый факт лишь усложнял картину произошедшего. Следователи начали восстанавливать последние часы жизни Лорен. Первым делом они поговорили с ее друзьями и быстро выяснили одну важную деталь. В библиотеке ее так никто и не увидел. Друзья ждали ее. Потом начали звонить. Снова и снова. Но Лорен не отвечала. И только спустя некоторое время она неожиданно взяла трубку. Разговор длился считанные секунды. Друг спросил, почему она не приехала. Лорен ответила коротко. Сказала, что забыла про встречу. После чего быстро завершила звонок. Тогда это показалось обычной случайностью. Но позже следователи поймут. Этот короткий разговор может быть одним из самых важных моментов всего дела. После разговора с друзьями следователи отправили тело Лорен на экспертизу. И результаты оказались тревожными. Пуля прошла через оба легких. Шансов выжить практически не было. Но внимание экспертов привлекло другое. На теле девушки обнаружили множество ссадин и повреждений. Они выглядели так, словно человек выпрыгнул из движущегося автомобиля. Если эта версия была верной, тогда события принимали совершенно иной оборот. Лорен не просто оказалась на трассе, она пыталась сбежать. Тем временем криминалисты продолжали изучать сгоревшую машину. Несмотря на сильный пожар, им удалось найти несколько важных деталей. И каждая из них указывала на преступление. В салоне обнаружили остатки одежды Лорен, ее личные вещи, а также пулю 38-го калибра, того самого типа, который стал причиной ее смерти. Постепенно перед следователями начала складываться картина произошедшего, пусть и далеко не полная, но уже достаточно тревожная. Кто-то встретил Лорен возле ее автомобиля, возможно, поджидал заранее, возможно, заметил случайно. Но после этой встречи ее жизнь изменилась навсегда. Детективы предположили, что преступник заставил девушку сесть в машину, после чего сам занял место за рулем. Дальше они несколько часов перемещались по городу. Неизвестно куда, неизвестно зачем. Самым странным оставалось время. От общежития до места, где нашли Лорен, можно было доехать примерно за 15 минут. Но между ее исчезновением и звонком в 911 прошло больше часа. Куда исчезло все это время? Именно этот вопрос вскоре станет одним из ключевых, потому что где-то внутри этого пропавшего часа скрывался ответ. Ответ, который на тот момент не видел никто. Новость о гибели Лорен быстро распространилась по всему университету. Студенты были напуганы, родители требовали ответов. А полиция чувствовала растущее давление с каждым новым днем. Город Оберн не привык к подобным преступлениям. Здесь редко происходило что-то настолько жестокое. Поэтому убийство молодой студентки потрясло буквально всех. Очень скоро расследование вышло далеко за пределы города. К делу подключились федеральные агенты, полиция штата, служба маршалов и десятки опытных следователей. Первым человеком, которого проверили детективы, стал Шон, парень Лорен. Как это происходит почти в каждом подобном деле. Следователи узнали, что между молодыми людьми действительно произошел спор. Ничего необычного, обычная ссора. Такая, какие случаются у тысяч пар каждый день. Но полиция обязана была проверить все, каждую минуту, каждый звонок, каждое передвижение. После проверки алиби стало понятно. Шон не мог совершить это преступление. Во время ключевых событий он находился совсем в другом месте. Для следствия это означало одно. Убийцу нужно искать среди незнакомцев, а это всегда намного сложнее. Тем временем внимание детективов привлек еще один человек. Один из свидетелей, который первым подбежал к Лорен на дороге. Именно он накрыл девушку своей курткой.
Именно он пытался помочь ей до приезда врачей, но затем неожиданно исчез еще до окончания работы полиции на месте происшествия. Следователи решили найти этого мужчину. Однако произошло нечто неожиданное. Им даже не пришлось его искать. В ту же ночь он сам пришел в полицейский участок. Добровольно, без повестки, без давления со стороны полиции. Парень рассказал свою версию событий. По его словам, он просто остановился помочь пострадавшей. А когда приехала скорая, решил, что больше ничем не может быть полезен. Его объяснение выглядело странным. Но проверка показала, что он говорил правду. Каждое его действие удалось подтвердить. Вскоре и этого человека вычеркнули из списка подозреваемых. Расследование снова оказалось в тупике. Не было ни отпечатков, ни записей камер, ни очевидцев самого нападения. Будто преступник растворился в воздухе. Но чем больше времени проходило, тем сильнее рос интерес общественности. История Лорен уже обсуждалась по всей стране. Журналисты искали любые совпадения, любые похожие преступления, любые детали, которые могли помочь понять происходящее. Именно тогда внимание СМИ привлекло другое старое дело. Другая студентка, другая пропажа и еще один сгоревший автомобиль. На первый взгляд это выглядело как совпадение. Но очень скоро следователи начнут задаваться вопросом, а действительно ли это было совпадением? 2 года назад в этом же городе бесследно исчезла другая студентка. Ее автомобиль позже нашли сгоревшим, а сама девушка словно растворилась без следа. Когда журналисты начали сравнивать оба дела, совпадений оказалось слишком много. Обе жертвы были студентками. Обе исчезли рядом с университетом. И в обоих случаях фигурировали автомобили. Но следователи старались не делать поспешных выводов. Совпадения еще не означают связь. Особенно в уголовных расследованиях. Тем временем эксперты продолжали работать со сгоревшей машиной Лорен. Они буквально разбирали ее по кусочкам, надеясь найти хоть что-нибудь. И однажды им все-таки удалось обнаружить странную деталь. Среди обгоревших вещей были остатки кошелька, были личные предметы, но банковских карт не оказалось. Для большинства людей такая мелочь могла показаться неважной. Для детективов наоборот. Иногда именно мелочи приводят к убийце. Следователи немедленно запросили информацию в банках. Они хотели узнать, использовал ли кто-нибудь карты после смерти девушки. Ответ пришел довольно быстро. Да. Одна из карт была использована спустя короткое время после нападения. Покупка была совершена на обычной заправке, недалеко от места преступления. Кто-то оплатил бензин картой Лорен. Впервые за все расследование у полиции появился настоящий след. Живой след, который принадлежал не жертве, а человеку, находившемуся рядом с ней в последние минуты жизни. Но это была только первая неожиданность. Вскоре поступила новая информация. И она оказалась еще интереснее. Карта Лорен снова появилась в банковской системе. На этот раз в другом штате. За десятки километров от Оберна. Получалось, что преступник не просто скрылся. Он продолжал пользоваться вещами своей жертвы. Будто был уверен, что его никто не найдет. Полицейские получили записи с камер наблюдения. Качество было ужасным. Лицо человека практически невозможно разобрать. Однако одно стало понятно сразу. На записи был молодой мужчина. Именно он использовал карту погибшей студентки. Теперь расследование впервые начало двигаться вперед. Но никто даже не подозревал, что настоящий прорыв придет совсем с другой стороны. Пока детективы охотились за неизвестным убийцей, в соседнем штате полиция расследовала серию вооруженных ограблений. На первый взгляд эти дела никак не были связаны. Разные города, разные жертвы, разные обстоятельства. Но очень скоро две совершенно разные истории пересекутся.
Именно тогда расследование Лорен сделает неожиданный поворот. Такой, который не смог бы предсказать ни один детектив, потому что человек, которого искала вся Алабама, уже сам начал совершать ошибки. Через несколько дней после убийства Лорен в соседнем штате произошел вооруженный грабеж. Затем еще один, потом еще. На первый взгляд это выглядело как обычная криминальная серия. Ничего необычного. Жертвы рассказывали похожие истории. Молодой мужчина, пистолет, угрозы, быстрое исчезновение. Полицейские понимали, что действует один и тот же преступник, но проблема была в другом. Они понятия не имели, кто он такой. Каждая новая атака лишь увеличивала количество вопросов. Несколько дней подряд преступник буквально ускользал у них из рук. Он появлялся, совершал нападение и снова исчезал. Будто знал каждый шаг полиции заранее. Однако любая серия преступлений заканчивается одинаково. Рано или поздно преступник начинает ошибаться. Очередное ограбление произошло на парковке магазина. На этот раз свидетелей оказалось намного больше. Именно это изменило все расследование. Один из очевидцев успел заметить автомобиль нападавшего, а позже камеры зафиксировали его номерной знак. Когда детективы проверили регистрацию машины, они увидели интересную деталь. Автомобиль был зарегистрирован совсем недалеко от Оберна, того самого города, где погибла Лорен. Пока следователи изучали информацию, ситуация начала развиваться еще быстрее. Гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. Обычный патрульный остановил машину за превышение скорости. Рутинная проверка. Таких происходят сотни каждый день. Но когда офицер пробил номера по базе данных, его лицо изменилось. Автомобиль находился в ориентировке. Полицейский попросил водителя выйти из машины. На первый взгляд мужчина выглядел спокойным. Но это спокойствие оказалось обманчивым. Спустя секунды подозреваемый внезапно набросился на офицера. Началась драка. А затем он снова сел за руль и попытался скрыться. Так началась погоня. Сирены, огни патрульных машин, скорость, паника. Подозреваемый мчался по трассе, игнорируя любые попытки остановить его. Каждая минута делала ситуацию все опаснее. Во время преследования полицейские заметили странное движение. Из окна автомобиля вылетел какой-то предмет. Тогда никто еще не понимал его значения. Через некоторое время машина резко остановилась. Мужчина выскочил наружу и бросился бежать через лесополосу. Но на этот раз удача закончилась. Полицейские быстро догнали беглеца, и на его руках защелкнулись наручники. Задержанного звали Кортни Локхарт. 23 года. Обычное имя, обычная внешность. На первый взгляд ничего особенного. Но именно в этот момент расследование убийства Лорен Бёрк впервые приблизилось к разгадке. И самое страшное ждало следователей впереди. Первые часы допроса не дали почти ничего. Кортни отрицал свою причастность к серьезным преступлениям. Он говорил об ограблениях, жаловался на жизнь. Но об убийстве Лорен не произнес ни слова. Тем временем криминалисты начали изучать его автомобиль. Обычная процедура. Однако уже очень скоро они наткнулись на находку, которая изменила все дело. Внутри машины лежал мобильный телефон. Рядом находился музыкальный плеер. На первый взгляд ничего особенного. Но содержимое этих устройств заставило следователей насторожиться. На экране были фотографии молодой девушки, сотни снимков, личная информация, контакты. И все это принадлежало одному человеку. Следователи связались с коллегами из Алабамы. Через некоторое время родственникам Лорен показали найденные вещи. Ответ был мгновенным, ошибки быть не могло. Телефон принадлежал Лорен, плеер принадлежал Лорен. Теперь ее убийца находился под арестом, но на этом находки не закончились.
Во время дальнейшего осмотра эксперты обнаружили еще несколько важных улик. И каждая новая улика делала положение подозреваемого все хуже. В машине нашли использованные гильзы, следы крови. А позже полицейские вернулись на маршрут погони и нашли предмет, выброшенный из окна автомобиля. Это оказался револьвер, тот самый тип оружия, который использовался при убийстве Лорен. Расследование стремительно приближалось к финалу. Когда детективы снова вошли в комнату допросов, обстановка уже была совсем другой. Теперь вопросы задавали не предполагаемому грабителю. Теперь перед ними сидел главный подозреваемый в убийстве. Когда детективы снова вошли в комнату допросов, обстановка уже была совсем другой. Теперь вопросы задавали не предполагаемому грабителю. Теперь перед ними сидел главный подозреваемый в убийстве. Именно тогда Кортни начал рассказывать свою версию событий. По его словам, все началось как обычное ограбление. Он искал легкую добычу возле университета. Затем он увидел Лорен. Девушка направлялась к своему автомобилю. Через несколько секунд ее жизнь полностью изменилась. Кортни утверждал, что заставил ее сесть в машину под угрозой оружия. После этого он сам сел за руль, и они поехали прочь от кампуса. Дальше его рассказ становился все более странным. Мужчина говорил, что просто катался по городу, разговаривал с Лорен, жаловался на собственную жизнь и якобы не собирался ее убивать. Но следователям эта история казалась крайне сомнительной. Слишком много деталей не складывалось. Слишком много вопросов оставалось без ответа. Особенно их интересовал один момент. Почему девушка оказалась без одежды посреди дороги? На этот вопрос подозреваемый дал объяснение. Но оно лишь усилило подозрение. Кортни заявил, что заставил Лорен снять одежду исключительно ради контроля над ситуацией. Версия звучала настолько странно, что многие следователи сразу отнеслись к ней скептически. Чем больше они слушали его рассказ, тем сильнее чувствовали, что слышат далеко не всю правду. Однако впереди оставался самый важный вопрос. Что именно произошло в тот момент, когда Лорен оказалась на трассе? Потому что именно там история принимала самый трагический поворот. И вскоре Кортни дал свой ответ. Ответ, которому многие не поверили до сих пор. По версии Кортни, в какой-то момент Лорен неожиданно открыла дверь автомобиля. Машина все еще двигалась. И девушка решила рискнуть. Она выпрыгнула на полном ходу. Без раздумий, без гарантий на спасение. Потому что все остальное казалось еще страшнее. Кортни утверждал, что именно тогда произошел выстрел. Случайный, незапланированный. Будто палец сам сорвался со спускового крючка. Но следователи не спешили верить этой версии. Слишком многое указывало на обратное. Если все произошло случайно, почему он не вызвал скорую помощь? Почему не попытался помочь? Почему просто уехал? На эти вопросы у подозреваемого не было убедительных ответов. Именно поэтому его история начала разваливаться на глазах. После падения Лорен смогла подняться. Несмотря на тяжелое ранение, несмотря на потерю крови, несмотря на шок, она выбежала на дорогу, останавливала машины, просила о помощи, боролась за жизнь до самого конца. А тем временем человек, который только что выстрелил в нее, наблюдал за происходящим со стороны. Эта деталь особенно поразила детективов, потому что, согласно его собственным показаниям, он видел все и все равно решил уехать. Следующей остановкой стала заправка. Именно там была использована банковская карта Лорен, та самая зацепка, которая позже выведет следствие на убийцу. После этого Кортни направился обратно к университету, но не для того, чтобы скрыться, а для того, чтобы уничтожить улики. Он оставил машину на парковке, облил салон бензином и попытался устроить пожар. Огонь должен был стереть отпечатки, следы ДНК.
любые доказательства его присутствия. Но преступники часто переоценивают свои возможности. Именно так произошло и здесь. Даже после пожара эксперты смогли восстановить часть картины событий, а позже появились улики, которые связали Кортни с преступлением напрямую. Когда следователи сопоставили все факты, картина стала гораздо понятнее, но мотив по-прежнему вызывал вопросы. Ограбление? Версия выглядела слабой. Кортни утверждал, что отказался от денег Лорен, хотя сам испытывал серьезные финансовые трудности. Случайный выстрел? И в это поверить было сложно, особенно учитывая все, что произошло после него. Поэтому следствие пришло к собственному выводу. И этот вывод оказался намного мрачнее версии самого убийцы. Следователи считали, что планы преступника изменились уже после похищения. Именно тогда ситуация стала по-настоящему опасной для Лорен. Возможно, девушка поняла это раньше остальных, и именно поэтому решилась на отчаянный шаг. Прыжок из движущегося автомобиля. Это решение стоило ей жизни. Но одновременно стало причиной ошибки преступника. Ошибки, которая спустя несколько дней приведет полицию прямо к нему. Пока страна следила за расследованием, следователи готовили дело к суду. И впереди их ждало еще немало неожиданных поворотов. Потому что задержать подозреваемого – это лишь половина работы. Настоящая битва начинается тогда, когда приходит время доказать все в суде. К моменту начала суда прошло больше 2 лет. Но интерес к делу Лорен не исчез. Наоборот. За расследованием следили тысячи людей по всей стране. Каждое заседание собирало журналистов. Каждое новое заявление моментально попадало в заголовки новостей. Это давно перестало быть обычным уголовным делом. Сторона обвинения была уверена в своей позиции. По их мнению, собранных доказательств более чем достаточно. Улики, банковские карты, телефон, оружие, следы крови. Все указывало на одного человека. Но защита выбрала другую стратегию. Они не собирались отрицать очевидное. Они решили бороться за мотив. Адвокаты утверждали, что убийство не было заранее спланированным. По их версии, трагедия стала результатом цепочки ошибок и случайностей. Фактически суду предстояло ответить на один вопрос. Что произошло той ночью на самом деле? Хладнокровное убийство или трагический случай? Неделя за неделей стороны представляли свои аргументы. Эксперты, следователи, свидетели. Каждый добавлял новую деталь к общей картине. Особое внимание уделялось поведению Кортни после преступления. Потому что именно оно говорило гораздо больше любых слов. Сгоревшая машина. Использование банковских карт. Побег через несколько штатов. Попытка избавиться от оружия. Все это выглядело как действие человека, который прекрасно понимал последствия своих поступков. Именно поэтому версия о случайном выстреле вызывала все больше сомнений. Слишком многое ей противоречило. Во время процесса родственники Лорен каждый день находились в зале суда. Им снова и снова приходилось слышать подробности той страшной ночи. Для них расследование никогда не было просто уголовным делом. Это была история дочери, сестры, подруги, человека, которого больше не вернуть. Когда настал момент вынесения вердикта, в зале стояла абсолютная тишина. Все понимали, насколько важными будут следующие минуты. После долгих обсуждений присяжные признали Кортни Локхарта виновным. Но впереди оставалось еще одно решение. Решение, которое вызовет споры по всей стране. Присяжные рекомендовали пожизненное заключение. Для многих это стало неожиданностью, особенно после всего, что удалось доказать следствию. Казалось, история подходит к концу. Но именно тогда произошло нечто крайне редкое. То, чего почти никто не ожидал. Судья воспользовался своим правом изменить рекомендацию присяжных. Подобные случаи происходят крайне редко,
особенно в таких резонансных процессах. В итоге наказание оказалось гораздо строже. Суд вынес смертный приговор. Так закончилась многолетняя охота за человеком, который разрушил жизнь одной семьи. Но для родственников Лорен это никогда не было настоящим финалом. Годы проходили, апелляции продолжались. Судебные заседания возвращали болезненные воспоминания снова и снова. Однако приговор оставался в силе, несмотря на многочисленные попытки его оспорить. Сегодня дело Лорен Бёрк считается одним из самых известных уголовных расследований в истории Алабамы. Не только из-за жестокости преступления, но и из-за невероятной цепочки событий, которая помогла раскрыть его. Порой кажется, что убийца был близок к тому, чтобы избежать ответственности. Всего несколько других решений, несколько других обстоятельств. И эта история могла закончиться совсем иначе. Лорен вышла из общежития и собиралась провести обычный студенческий вечер. Она не могла знать, что впереди ее ждут последние часы жизни. Но благодаря настойчивости следователей и собственным ошибкам преступника, правда все-таки была найдена. Именно поэтому эта история напоминает нам одну важную вещь. Иногда даже самое запутанное преступление оставляет след. Нужно лишь суметь его увидеть.